Давно хочу приготовить идеального лобстера. Идеальный это когда свежевыловленный и сразу же приготовленный. Пора эту свою хотелку осуществить. Загружая авто дайверскими и кухонными принадлежностями, рано утром сажусь за руль и еду. Сегодня очень хороший осенний день, и я решил поехать на новое побережье, посмотреть маяки, которые расположены на острове, поэтому смотрю издалека, а если ближе, то только с помощью дрона. После прогулки по каменистому берегу иду нырять. В планах поймать одного крупного лобстера и приготовить его прямо на берегу. Выгружая все снаряжение из автомобиля, смотрю отлив. Это хорошо, значит удобно будет заходить в воду и выходить из нее. Вот так выглядит дайвер, который собрался ловить лобстеров. Передвигаться во всей этой экипировке по суше, естественно, затруднительно, а вот в воде все вполне нормально и естественно, но все равно. Нужно привыкать к бую, который постоянно за собой таскаешь, и к большой сумке для лобстеров. Также два вспомогательных предмета. Первое — это острие, если вдруг камбала попадется, ну или как защита от акул. Второе — это такая штука, которая помогает выуживать лобстеров из-под камней. Ладно, буду искать того самого крупного лобстера, которого приготовлю, не отъезжая от моря. Вижу под камнями клешни, буду ловить и смотреть, какого он размера. Вижу, что по идее разрешенный размер, но не тот, который я ищу. Блин, сбежал. Все же хочу снять мерки, поэтому ловлю его снова. Линейка, ну да. Размер разрешенный, но впритык. Отпускаю. Нахожу еще одного лобстера. Визуально понимаю, маловат, но решил поймать и тоже снять мерки. Так, ради интереса. Так и есть, чуть меньше разрешенного к вылову. Этот совсем маленький, но немного поиграю с ним, пусть в будущем будет более осторожным. Вижу, торчат усики, и похоже, что он с одной клешней. Также понимаю, что он не тот, кого я ищу, но азарт мною уже овладел, и я не могу остановиться. Его надо поймать. Линейка проходит, но ему повезло. Сегодня он мне не интересен, его я тоже отпускаю. О, камбала! Но на этот раз маленькая, и я ее так же, как и большую, просто пугаю. О! Краем глазом увидел, как под камнем мелькнули большие клешни. Наверное, это тот, кого я ищу. Не понял, что это за недоразумение. Но нет, то, что мелькнуло, никак не может принадлежать ему. Продолжаю рыскать под камнем. Что-то там есть, и это что-то сильно кусается. Не пойму, что там толщее воды. На ум приходит только одно — акула. Но нет, показалось, и слава богу. Все же надо достать этого лобстера из-под камня. Ох, и кусается. Больно кусается, я попробовал вытащить нахрапом, но не получилось, только клешню оторвал. И куда ты делся? Неужели ушел? А клешня большая, значит и лобстер больше среднего размера. Блин, куда же ты делся? Вижу, и тоже с одной клешней, но нет, не он, это маленький, только зря меня отвлекает. Нигде не видно моего большого лобстера, похоже, ушел. И еще и одышка, одышка под водой — это большой расход воздуха, нехорошо. А клешня большая, ну хоть ее возьму, все равно уже оторванная. Ну не может быть такого, чтобы ушел. Такого размера лобстера мне, возможно, сегодня и не найти. Плюс воздух в баллоне заканчивается. А ну-ка еще раз руку под камень и поглубже. Есть! Надо хватать, но зараза кусючий. Поймал, как бы теперь не упустить. Да, размер хороший, однозначно хороший размер, но теперь главное, чтобы не превышал разрешенного большого. И не больше разрешенного. Отлично, теперь на берег. Но не пойму, что это вокруг меня кружится. Напрягся, прижался к дну, острие наготове. Сука, акула! Нет. Фу, слава богу, не акула, какая-то большая рыба меня сильно напугала. Поплыву-ка я побыстрее к берегу. На берегу снял с себя все оборудование, переоделся и взялся разделывать лобстера. Все, как я и планировал. Поймать крупного лобстера, тут же его приготовить и съесть. Разрезал лобстера на две части, оторвал клешню и иду к воде вымывать внутренности соленой морской водой, избавляясь от всего лишнего так, чтобы осталось только мясо. Самое классное то, что промывается мясо морской водой. Это значит, вкус лобстера не теряется, и он будет соленым.
Переносная газовая плита, подключил баллон с газом и включил конфорку. Разогреваю сковороду. Пока она прогревается, разбиваю клешни. Выкладываю лобстера на сковородку панцирем вниз, мясом вверх. Таким образом мясо лобстера будет готовиться в собственном соку. Готовится лобстер недолго. Как только желеобразная мясная субстанция превращается в белое мясо, все, лобстер готов. Но только не в этом случае. Я не жду, когда мясо полностью приготовится. Я дожидаюсь того момента, когда оно почти приготовленное. То есть сверху все еще остается желеобразная масса. И вот в этот момент из каждой половинки лобстера я выливаю лишнюю влагу. Та самая влага, в которой томилось мясо лобстера. И обратно на сковороду, но уже другой стороной, мясом на сковородку. Чтобы верхняя часть мяса зажарилась, запечаталась и таким образом доготовилась. Это недолго, секунд 20-30. Переворачиваю половинки лобстера обратно и последний штрих. Сливочное масло. По большому куску на каждую половинку. Масло быстро тает и растекается по мясу, но не дожидаясь, пока оно полностью растопится, снимаю лобстера с огня. Сразу же на эту сковороду бросаю клешни и иду снимать то, что у меня получилось. Красиво приготовленный лобстер с нежным белым мясом, на котором все еще растапливается масло. Думаю, пора есть. Вилкой поддеваю мясо, откусываю и прямо из панциря запиваю топленым маслом. Ни соли, ни каких-либо других соусов здесь не нужно. Это идеально приготовленный лобстер. Это очень и очень вкусно. За это время клешни приготовились. Сажусь и тоже их ем с маслом. Прохожие люди смотрят на меня и с восторгом, и с удивлением. После трапезы гружу снаряжение в автомобиль, убираю весь мусор и, довольный собой, еду домой. На этом все. С вами был Бонифаций.